Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о по-настоящему легендарной камере Pentax MX1. Думаю, несложно заметить, что я довольно-таки сильно люблю компанию Pentax и их продукты. У меня масса обзоров на канале на их камеры, как старые, так и новые. Но вот конкретно MX1, она из того периода, когда Pentax выпускал одни из самых интересных камер на рынке. Каждая их новая камера в те времена была крайне необычной и максимально не такой, как все. К сожалению, большинство пользователей не оценило их видение. Большая часть людей все-таки предпочитает стабильную, стерильную, такую серость Nikon с Canon. Но герой моего сегодняшнего обзора, Pentax MX1, является последним премиальным компактом, выпущенный, собственно, под брендом Pentax. Также это один из последних серьезных компактов, у которого была матрица размером 1.1.7. В это же самое время подобные камеры выходили и у других производителей. Самые интересные это были, например, Samsung EX2F. У меня его, к сожалению, нет, но ничего, я зато обладаю вот этой камерой EX1. Она даже, наверное, немножко поинтереснее будет. В тот же период времени Olympus выпустили свой XZ2, который тоже у меня имеется. Причем я хотел заметить, что на бумаге Pentax и Olympus довольно-таки сильно похожи. У них одинаковые фокусные расстояния в эквиваленте, это 28 мм на 112. Одна и та же светосила от f1.8 до f2.5. Экранчик у той и другой одинаково откидывается, примерно в таких же градусах. А также у обеих этих камер есть стабилизатор на матрице. Так что неизбежно в своих обзорах я буду сравнивать эти камеры. В частности, и в этом тоже буду иногда, крайне редко все-таки какие-то сравнения делать некоторых характеристик. Но фактически я бы не хотел все-таки делать видео именно сравнения их, потому что они настолько кардинально отличаются друг от друга по логике управления, по ощущениям от использования, что каждый заслуживает отдельного полноценного нормального обзора. Эти обзоры я, конечно же, сделаю. Естественно, Olympus и Pentax хоть и похожи, но вот у Samsung, например, вообще всегда была своя атмосфера. Про него также будет отдельный обзор. Главной изюминкой дизайна камеры является то, что верхняя и нижняя панели у нее сделаны из латуни. В целом дизайн камеры похож одновременно на латунную старинную лейку, ну и, собственно, на серию Pentax MX, тоже из пленочной эры. Для усугубления ретро-дизайна, если вы будете очень часто пользоваться камерой, вот это внешнее покрытие, естественно, стирается и обнажается латунь. Остальная часть корпуса покрыта резиновым покрытием под кожу, которое, несмотря на отсутствие хвата какого-либо, позволяет ее комфортно удерживать, потому что руки не скользят. Спереди у камеры, конечно же, есть подсветка автофокуса. Я не знаю, кто ее вообще использует в здравом уме. Тут же рядом инфракрасный порт для управления пультом. Два ушка для крепления ремешка смещены вперед, которые вот здесь по краям идут. Но если надеть ремешок, то камера крайне нелепо висит. С другой стороны, я вообще не представляю, каким надо быть дурачком, чтобы использовать такую маленькую камеру на шейном ремешке. Я ее или крепил на ремешок на запястье, или же вообще носил просто в кармане. Управление камерой просто отлично организовано под одну руку. Все крутилочки и кнопочки расположены справа, и они весьма изобильны. Все, что мне может понадобиться во время съемки для быстрого переключения, здесь вынесено наружу. Мне все необходимые функции здесь есть. Например, режим протяжки здесь, если вверх нажимаешь. Режим управления вспышкой. Тоже огромное количество функций, которые можно использовать. Здесь же переключение ISO. Можно в авто ISO метнуться мгновенно или установить вручную, самому какой тебе хочется. И, наверное, самая полезная кнопка — это вот это вправо, где нарисован такой цветочек, обычно означающий макрорежим. Но здесь спрятан не только макрорежим, естественно, он сразу же вот рядом, обычный макрорежим. Но здесь также есть еще и режим макро с 1 сантиметра. Это одна из самых прикольных вообще фишек этой камеры. Про него я подробнее чуть позже расскажу.
Также здесь есть возможность сразу же в гиперфокал переключиться мгновенно, также сфокусироваться на бесконечность, ну и мануальный фокус. Но мануальный фокус здесь так себе, он имеет слишком резкую шкалу расстояний, ну и в целом, на мой взгляд, довольно бесполезен. Кнопка Info вызывает быстрое меню, где можно практически все основные функции изменить в 2 клика. Например, у меня здесь даже по умолчанию стоит изменение настроек ND-фильтра. Ну, когда, например, хочешь размазать воду на фото, он очень пригождается в дневное время. Меню, как обычно, у Pentax выглядит неказисто, даже, я бы сказал, оно некрасивое, как всегда, но в нем столько всего можно настроить, оно настолько логичное, что, в принципе, ему можно простить эту простоту, потому что все равно у камеры достаточно большое количество органов управления, и заглядывать в меню практически нет особой нужды. Особо забавно, что здесь можно настроить также звук затвора и сделать так, чтобы когда камера включается, она мяукала как котеночек. Это максимально дебильная функция, но она тут есть. Я не знаю, зачем она в такой серьезной камере существует. Трехдюймовый экранчик имеет хорошее разрешение, 920 тысяч точек. Он яркий, у него антибликовое покрытие. В принципе, в любую погоду я даже в самую яркую солнечную на него снимал. Вполне удобно через него визировать. Мне очень понравилось качество его изготовления. Ну, в принципе, Pentax вообще никогда шибко плохих экранов не делал в камерах. Единственное, что жаль, что он не сенсорный. Но зато его можно отклонять как вверх на чуть больше, чем 90 градусов, так и вниз на градусов 40 примерно, что очень пригождается при съемке как раз таки каких-нибудь макро снимков с нижних ракурсов. Сверху здесь есть неплохая вспышка, на ней красуется надпись BRAS, чтобы ты вдруг не забыл, что она камера, в смысле, из латуни. Включается она механическим рычажком на боку, на боковой панели. Вспышка может смотреть только вперед, вверх ее отогнуть невозможно, к сожалению. В принципе, вспышка неплохая, я, как обычно, не могу удержаться от того, чтобы снять людей в светоотражающей одежде со вспышечкой посреди ночи. Да, когда я в первый день записывал видео, я забыл упомянуть о том, что отсутствует полностью горячий башмак на этой камере. Места тут полно, не знаю, почему они его не поставили сюда. Ленью я это не могу объяснить, скорее всего, это была какая-то хитрая задумка, может быть, многоходовочка, или просто дизайнерская придурь, но как факт горячего башмака здесь нет. Естественно, можно зажигать другие вспышки в режиме раба просто вот этой. Кстати, если вспышка выдвинута, можно как раз увидеть, насколько толстые на самом деле латунные стенки. Поэтому камера хоть и маленькая, относительно легкая, но в принципе ощущается таким серьезным орудием, достаточно увесистой. Правда, из-за отсутствия наплыва сзади под большой палец, то есть вот здесь, ее не получится уверенно держать. Вот так. То есть как будто кончиками пальцев держишь. Но если взяться здесь нормально, полноценно прижать, то вот так вот ее удобно держать. Тут у тебя и включение, и спуск, все под большим пальцем. И камера лежит в руке достаточно уверенно и хорошо. Переключатель режимов находится как бы в середине корпуса. Его случайно задеть невозможно. Переключить его также не так-то легко. Приходится даже некоторые усилия использовать, чтобы переключиться. Здесь такие приятные щелчки. Колесо экспокоррекции находится с краю. И его тоже переключить довольно тяжеловато. На самом деле тут приходится тоже прикладывать усилия. И это тоже хорошо. Оно спонтанно само по себе не собьется. Мелкая кнопочка включения камеры. Когда ее активируешь, она загорается зеленым. И мяукает, я забыл выключить это дурацкое мяуканье. И, к сожалению, отключить вот это горение зеленым здесь невозможно. На Ricoh GR можно выключить подсветочку, здесь, к сожалению, почему-то не продумали этот момент. Также тут на краю не сильно выпирающая кнопочка для записи видео с красной точкой. Я вас умоляю, я не знаю, кто будет на эту камеру вообще видео снимать. Нет, оно в принципе нормальное для такого размера матрицы, для тех лет. Вполне неплохое видео. Объектив при трансфокации выдвигается не сильно. На экране при этом отображаются
степень увеличения. Максимум оно 4-кратное. Выдвигается объектив довольно долго полностью, то есть больше где-то 2 секунд. Что интересно, назад он довольно быстро, наоборот, убирается. И что вообще забавно, камера включается очень быстро, а вот выключается она, ну так, ощутимо долго. То есть она сначала сенсором стряхивает пыль, потом приводом уже загоняет все линзы обратно. На это требуется, ну, где-то, наверное, секунда. Объектив банально закрывается крышечкой. Крышка, кстати, такая, ну, неплохая, обычная, стандартная. Никаких, в общем-то, возможностей подключения здесь аксессуаров не предусмотрено. Вот это кольцо, оно никак не реагирует ни на что, оно не откручивается, им нельзя ничем управлять, оно чисто присутствует здесь, не знаю, как декорация. Но вообще я видел, что существуют все-таки накладки с раздвигающимися шторками. Ну, и, видимо, они просто сверху надеваются, я не знаю, как колпачок какой-то, при этом, ну, резьбы-то тут нет никакой. Для Олимпуса подобная крышечка у меня есть, и я оценил то, насколько это удобно на самом деле. То есть ты просто не думаешь никакой крышки, и открыт у тебя объектив или закрыт, никогда не напрягаешься, а она сама открывается, закрывается, когда ты камеру включаешь, выключаешь. Единственный более-менее серьезный аксессуар, который у меня имеется к данной камере, это кожаный чехол. Но он имеет крайне дурацкую конструкцию, то есть здесь он так откидывается, но нет возможности отсоединить вот эту часть здесь никаким образом. Я бы хотел оставить просто только вот эту, получается, кожаную накладку здесь, чтобы мне было приятнее держать в руках камеру, а вот эту часть вообще бы я отсоединил. Так что использовал я его только для переноски, ну или там перевозки с места на место камеры, но не в каких-то повседневных ситуациях. В принципе, он мне не сильно пригодился. Штативное крепление смещено по оси от объектива и выглядит достаточно мощным и надежным. Под крышечкой находится батарейный отсек, куда также вставляется карта SD. Батарейка небольшая, но ее хватает, ну, кадров на 300-то точно. Я с ней проблем не испытывал. В отсеке сбоку под крышечкой находится 2 разъема, micro HDMI и USB соединение. Ну, такое стандарта тех лет. Камера, к сожалению, через USB не имеет возможности заряжаться. Ну что ж, полюбовались мы на саму камеру. Давайте теперь посмотрим на качество снимков, которые она способна производить. Объектив очень резкий, ну, практически как я бы сравнил его даже с объективом Ricoh GR, вполне легко по качеству картинки, по резкости именно и микроконтрасту. Но только с той лишь разницей, что у Pentax MX1 еще и зум есть, а не просто фиксированное расстояние 28 мм. Ну а так как на стартовом фокусном расстоянии, которое как раз таки эквивалентно 28 мм, здесь светосила составляет f1.8, то можно делать выдержки очень короткими. Глубина резкости здесь очень большая, потому что сама матрица маленькая, и она эквивалентна f8 на полном кадре. И вот эти вот характеристики делают эту камеру просто настоящей мечтой стрит-фотографа. И она вполне не метафорически, а вполне реально ощущается как Ricoh GR какой-то с зумом. Я, конечно, зум не большой фанат использовать, но он, в принципе, пригождается в каких-нибудь ситуациях, когда тебе нужно снять каких-то пугливых тварей, типа котиков, например. Как я уже во многих предыдущих роликах говорил, не являюсь я фанатом бокешки. То есть я, конечно, рад, когда она есть на снимках, где она действительно нужна, но в большинстве ситуаций съемочных она вообще нахрен не нужна. Вот зато высокую детализацию и большую глубину резкости я ценю высоко в снимках. И с этим у Pentax MX1 вообще полный порядок.
Меня удивил фокус у этой камеры. Он на удивление шустрый, хоть это и контрастный тип фокусировки. Камера довольно неплохо ловит лица людей в кадре, она способна фокусироваться по лицу. И вообще, в целом, у нее вот эта контрастная система фокусировки почему-то работает лучше, чем у более современных моделей Pentax, когда их переключаешь в режим Live View. Не знаю, с чем это связано, может быть размер матрицы, может быть как-то количество точек другое, но факт остается фактом, она действительно фокусируется быстрее, чем тот же, например, Pentax K1 Mark II, когда его в Live View переключаешь. Впрочем, даже если ты слегка промахнешься по фокусу, это не так уж страшно, потому что глубина резкости, гриб, она довольно-таки большая, потому что здесь даже когда 1.8, высокая здесь светосила, это все равно равняется примерно f8 на полном кадре. Она как будто создана для стрит-фотографии, ну вообще, мне кажется, задумка инженеров и была такая, чтобы человек использовал ее в основном для как раз уличной фотографии, а не для съемки там котиков и того, как он в отпуске отдыхает. Она довольно быстро включается, там меньше секунды занимает включение. Быстренько щелкаешь, выключаешь и идешь дальше, как ни в чем не бывало. И что интересно, кожа у людей получается довольно приятных оттенков, как обычно Pentax в плане цветов на высоте. Я уже ранее упоминал, какое здесь божественное макро, особенно режим фокусировки с 1 сантиметра. Мне очень нравится то, что ты можешь сфотографировать и какой-то общий план сцены, да, и можешь ее также быстро отфотографировать в мелких деталях. И все это при этом, используя всего лишь одну камеру и не переключая никакие объективы, все это уже у тебя есть в руках сразу, в маленькой, удобной камере, которую можно в карман кинуть. Вот грибы-паразиты, выросшие на дереве, в общем. А вот грибы с 1 сантиметра. Вот цветы более-менее обобщенно. А вот эти же цветы, но уже ближе гораздо. Здесь, правда, не 1 сантиметр, но все равно. И вот эта возможность очень близко фокусироваться и фотографировать с крайне близкого расстояния объекты, она просто завораживает. И ты начинаешь заниматься ерундой, буквально там тычешься объективом в каждую тычинку, пока у тебя на передней линзе уже пыльца не начинает прилипать. Единственное, пожалуй, два таких солидных недостатка, которые я мог бы выделить у данной камеры. На максимально открытой диафрагме, ну, собственно, f1.8, можно получить фиолетовую кайму в особо каких-то сложных условиях съемки, в контровом свете, ну или где там какие-то мелкие детали по краям, допустим, самой фотографии есть. Ну и как раз контровой свет камера все-таки не жалует. Очень сильно она ловит пересветы и очень серьезные блики у нее образуются при контровой съемке. Благо хотя бы хроматические аберрации не столь значительные, на открытой диафрагме их можно убрать в принципе в любом конвертере в 2 клика. Равы — это стандартные DNG, кстати, довольно-таки гибкие, что удивляет, при том, что матрица-то не очень большая, но тени и света тянутся, в общем-то, неплохо. Ну, я, опять же, все-таки в здравом уме, поэтому делаю скидку на то, какой размер матрицы у камеры. Но по ощущениям, после того, как я редактировал фотографии, я снимал, в принципе, примерно одновременно и на дюймовые камеры, которые я недавно вот обозревал. Можно посмотреть, здесь будет по
ссылочке. Вот эта маленькая матрица 1.1.7 с обратной засветкой обладает большим динамическим диапазоном и гораздо лучшими качествами по цветам, по теням, в общем, по всему, чем некоторые дюймовые камеры примерно того же периода выпуска. Ну и в темное время суток камера чувствует себя вполне неплохо. До ISO 800 получаются вполне сносные снимки, из которых шум прямо не валится, ничего сильно не деградирует в картинке. Ну, если ты, конечно, правильно сэкспонировал, тебе не надо там тянуть куда-то тени или света. Напомню, что матрица здесь обладает кропом 4,5, и она довольно-таки малюсенькая. Только недавно сейчас стали подобного размера матрицы вставлять в телефоны, в смартфоны самой топовой категории. Ну и так же, как в смартфонах, она с обратной засветкой, поэтому тут опять же улучшается качество по соотношению шум-сигнал. Плюс у объектива довольно высокая светосила. Плюс ко всему здесь еще и стабилизация на основе сдвига матрицы. Так что если ты не снимаешь какую-то динамическую сцену, то в темное время суток можно вообще спокойно не задирать ISO выше там 200 или 400 единиц и получать вполне приятные результаты. Все эти кадры сделаны с рук, вот, которые я сейчас показываю, они сделаны с ISO 200 на выдержке 1/10, 1/15 секунды. Тут вот для примера даже какая-никакая бокешка есть. Ну, если, конечно, ты снимаешь в упор что-то мелкое. Вообще, по удобству управления, по своим габаритам, по своей массе, по количеству фокусных расстояний, которые уже в нее включены, по светосиле объектива, по его качеству. И прибавь сюда еще встроенный ND-фильтр, прибавь сюда хороший стабилизатор. Можно сказать, что эта камера одна из самых универсальных, что я когда-либо держал в руках. Она просто отличный инструмент в хороших руках. Можно на нее делать прекрасные снимки. Вообще не часто от меня можно такое услышать, что я не превозмогал, когда пользовался камерой, а я по-настоящему получал удовольствие от использования ее и почти что кайфовал. Хоть эта рубрика условно и называется Bad Old Camera, но я бы сказал, что это все-таки в конкретно этом случае это good камера и даже very good камера. Но, к большому сожалению, не в плане продаж и не в контексте сегодняшнего фоторынка. Сейчас минимальным размером матрицы в премиальных компактах на текущий момент считается дюйм, хоть и фальшивый дюйм, это видиконовский, а нормальные, качественно сделанные камеры с матрицами размером 1.1.7 или даже 1.2.3, они просто сгинули с рынка. Есть какие-то говняные мыльницы, но это вообще мусор. Надеюсь, обзор этой легендарной малышки вам пришелся по вкусу. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, потому что я вижу, что обзоры мои собирают немало просмотров на самом деле, но подписываться, я чувствую, забывают люди. Нажмите на кнопку подписаться. Ну а также посмотрите еще парочку моих старых обзоров на интересные камеры Pentax, необычные. Обзоры, конечно, не блещут там качеством съемки. Сейчас немножко получше у меня продакшн, хоть я и все равно в одно жало все это делаю. Ну, вот, например, про Pentax Q серию можно посмотреть видосик. И про Pentax K01, единственную беззеркалку, которую сделал Pentax со сменной оптикой. Всего хорошего, до свидания.